Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами воспользуемся дельта-фильтром, чтобы можно было создать букву M и букву H. Чтобы нарисовать строчную букву H, тут много ума не нужно. На самом деле у нас уже есть вертикаль от буквы L и плечо от буквы N, поэтому нам нужно их просто объединить. Поэтому я выделяю несколько этих глифов, но Enter, создается у меня ячейка для буквы H. Еще раз нажимаю Enter, она у меня открывается. Теперь мне нужно скопировать вот это и вот это сюда. Делаю я это элемент референса, причем сразу во все слои. Выбираю элемент, добавить элемент референс. Здесь ставлю букву L и добавляю во все мастера. По цифре 2 мы видим, что она у нас связана с вот этой буквой L. Теперь делаем то же самое с буквой N, но здесь у нас два варианта. Мы можем полностью всю эту букву скопировать, и тогда она скопируется у нас во все слои, либо скопировать только конкретно плечо. Тут уже как вы будете делать, решайте сами, но я выберу самый простой вариант, просто продублирую потом эту операцию. Я выбираю элемент Tool, выбираю вот это плечо, жму Ctrl-C и теперь Ctrl-Shift-V. И она у меня вставляется элемент референса, причем так как у меня размеры и метрики этих букв одинаковые, здесь тоже все стало как надо, все аккуратно и красиво. Вот у меня буква H. Теперь все то же самое нужно повторить в других, чтобы у нас работала вариативность. Я ставил во все буквы это плечо, элемент референсом. Проверяем вариативность, все у нас работает, взаимосвязь у нас между этими глифами присутствует. Все работает. Отлично. Теперь, если вдруг мне в будущем нужно будет что-то поменять, оно у меня поменяется. Если посмотреть на букву H и на букву N в залитом виде, я сейчас включу режим текста, то мы увидим, что вот эта часть, вот это стык вертикали и плеча буквы H, буквы N, она немножко отличается от вот этого. То есть, возможно, вы сейчас этого не видите, но вот это смотрится гораздо легче, чем вот это. Тут уже в зависимости от того, какой из них вам больше нравится, нам нужно компенсировать так, чтобы другой выглядел точно так же. Но если я просто возьму сейчас инструмент Contour Tool и облегчу, допустим, вот эту часть вот так, то здесь она будет, слишком контрастная, слишком облегченная. А нам нужно сделать так, чтобы они выглядели примерно одинаково. Поэтому не можем просто взять эти взаимосвязанные элементы как-то подвинуть. Поэтому нам сейчас поможет в этом дельта-фильтр, который позволяет редактировать элемент референса без разрыва связи между ними. Так как плечо из буквы N будет чаще всего встречаться у нас в других буквах, и мы потом будем из нее делать букву M, и из нее также можно сделать букву U, то редактировать мы будем плечо из буквы H, поэтому мы выбираем этот элемент, вот он у нас здесь представлен, и вешаем на него дельта-фильтр. Кликаю сюда. И теперь что нам нужно сделать? Нам нужно выделить все точки и зафиксировать их. Точнее нет, зафиксируем, наверное, только вот эти и вот эти две. Вот это мы оставим, они будут интерполироваться. Теперь нам нужно облегчить вот эту часть. Для этого мы просто выбираем один вот этот узел и я сделаю несколько, допустим, на 5 юнитов смещу. Можно даже немножко приподнять. Но из-за этого у нас поднимается вот этот, поэтому кликаем сюда. Так, попробуем вот так. Найти оптимальное положение, чтобы они визуально смотрелись более-менее похоже. И вот это тоже можно немножко подвинуть. Так, вот я включил круг, и в принципе более-менее меня это устраивает. Вот так визуально они, дают более-менее похожий результат. Теперь по такому же принципу создадим букву M. Я создаю ячейку, и в принципе даже можно вот тут теперь ее напечатать. И здесь я также беру за основу вот эту букву M. Выбираю элемент Tool, Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-Shift-V, чтобы вставить со связью вот этих вот элементов. Теперь что мы делаем? У нас есть одна вертикаль, нам нужно добавить сюда маску, чтобы было примерно понимать, как именно она должна выглядеть. Если мы посмотрим на букву N и на букву M, то мы увидим, что у нее вот эти элементы повторяются. Но тут есть нюанс. Во-первых, у нас по-разному примыкают вот эти части между собой, а во-вторых, зачастую буква M немножко шире, немножко уже, чем буква N. Поэтому мы всегда вот эти части тоже немножко ужимаем.
Если мы посмотрим на образец журнальной рублины, то здесь они одинакового размера, поэтому здесь это не очень очевидно. Но если вы посмотрите любые другие цифровые шрифты, которые делались в цифровое время, скажем так, а не как это шрифт в 60-х годах или даже раньше, вы увидите, что они действительно очень сильно отличаются, поэтому мы сейчас это с вами повторим. Но для того, чтобы у нас был хотя бы какой-то примерный образец, я ее скопирую и добавлю в маску в слой Bold. Я добавил образец в маску, и тут удачно получилось так, что N у нас шире, чем буква M на фоне, поэтому мы как раз под нее и подгоним. Например, можно уменьшить размер вот этой белой части пустой на 20-30 примерно юнитов. Но если я сейчас возьму и сдвину это здесь, то у меня теперь N тоже деформируется. Это не то, что нам нужно, поэтому возвращаем обратно. И здесь нам точно так же помогут дельта-фильтры, они позволят нам, не деформируя непосредственно вот это плечо буквы, сделать ее более узкой. Поэтому на этот именно элемент я вешаю дельта-фильтр. Он у меня окрашен в синий цвет, выделяя вот эти точки, потому что мы их будем двигать, фиксирую вот эти две точки, потому что мы их тоже, скажем так, должны сохранить это положение. Может даже немножко выделить элемент тулом все эти, как это называют, элементы и сдвинуть их под наш образец. Теперь нам будет проще подогнать вот это все сюда. Выбираем снова контур тул, кликаем на нужный нам элемент, чтобы отобразились у нас синие точки. Напоминаю, что если вдруг они у вас не отображаются, вот так, значит вы просто провалились в элемент панели на уровень ниже. Возвращаемся обратно, и теперь они нам доступны. Ну, либо можно просто по полю кликать. В общем, я беру вот эти элементы и сдвигаю их на 20 юнитов. 20 маловато, сделаю на 30. Вот 30 как раз очень даже похоже. Смотрим на образец. В принципе, мне все нравится, все хорошо. Теперь нам нужно повторить эту арку. Мы, в принципе, могли бы взять и скопировать вот этот элемент с дельта-фильтром поверх него. Даже скопировать его не просто вот так вот вставить и вот сюда сместить, но тогда у нас потеряется вот эта вот связь между ними. Вот, можем сделать это элемент референсом, то есть мы не сам оригинальный элемент вот этой арки копируем, а элемент арки с фильтром поверх него. Я выделяю его, жму Ctrl-C, Ctrl-Shift-V, чтобы вставить элемент референс. Теперь я его могу сдвинуть сюда, спозиционировать вот так вот, чтобы все было удачно. И все вроде бы хорошо, но мы видим, что вот здесь у нас стык отличается. То есть здесь он более-менее такой, ну, корректный, он повторяется со всеми другими, но если мы посмотрим сюда, мы увидим, что он достаточно светлый, поэтому нам нужно его тоже теперь компенсировать. Поверх этого элемента у нас находится дельта-фильтр, но если я его начну двигать, вот так, допустим, то мы увидим, что вот эта часть у нас тоже изменяется. Почему это происходит? Потому что когда мы копировали элемент и все его свойства, мы скопировали не сам родительский элемент, а все фильтры поверх него, поэтому они тоже у нас дублируются, это важно учитывать. Поэтому здесь мы можем сделать что? Мы просто либо можем отвязать этот элемент референс, теперь я могу дельта-фильтр вот так вот редактировать, но тогда у нас потеряется связь еще и между вот этим. Поэтому я его удаляю. Элемент тулом, нет, даже так, возвращаюсь сюда, вставляю, копирую вот этот оригинальный элемент, Ctrl-Shift-V, сдвигаю его сюда, все поставил куда нужно, и теперь поверх этого чистого нового элемента референса, вот он у нас здесь представлен, я вешаю дельта-фильтр, точно так же кликаю вот сюда. Здесь мы, если забыли, можем просто двинуть сюда, посмотреть. Нам нужно 30 юнитов сместить. На 30 юнитов я смещаю. Вот, но теперь вот эту проблему нужно решить. Решить ее очень просто. Я беру просто вот эту точку и сдвигаю. И проверяю. Можно стрелками поштучно вот подвинуть. Снизу, в принципе, видно, как он у нас изменяется. Ну, в общем-то, в таком виде меня он устраивает. И M у нас готово.
Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.